Девчонки, приветик! Вот и начался новый учебный год, с чем я всех вас и поздравляю. Но знаю точно, что для части из вас это не праздник, а настоящее наказание. В школу ходить совершенно не хочется, потому что там скучно и неинтересно. И что делать в такой ситуации? Ведь ходить-то все равно нужно. Как заинтересовать себя учиться и ходить в школу с удовольствием? Давай вместе придумаем, как это сделать. А если ты обожаешь ходить в школу, то обязательно напиши нам в комментариях, что именно там приносит тебе радость. Это будет полезно узнать всем девчонкам. Для начала ты сама должна понять, почему именно ты не хочешь ходить в школу, а причинами могут быть сложность просыпаться по утрам и усваивать сразу новую информацию, страх получить плохую оценку, ведь ты не сделала домашнее задание или не понимаешь тему. Тебе скучно, потому что ты либо быстрее всех справляешься с заданиями, либо наоборот ничего не понимаешь и не можешь сосредоточиться и сделать задание. Тебе сложно усваивать много информации по всем предметам сразу. Строгий учитель, которого ты побаиваешься. Ты много пропустила и теперь не можешь догнать класс. Над тобой подшучивают одноклассники. Ты комплексуешь по поводу своего роста, веса, внешности, положения в семье и так далее. У тебя нет друзей в школе. Тебе дискомфортно ходить в школьный туалет или носить форму и прочие бытовые нюансы. Или что-то другое. Как видишь, причин может быть очень много. Когда ты определила именно свою, нужно придумать, как с ней справиться. Конечно же, в этом деле очень важна поддержка родителей. Расскажи им о своей проблеме, что ты не хочешь ходить в школу и почему именно, что ты хочешь исправить ситуацию и тебе нужна помощь. Также ты можешь обратиться с этой же просьбой к классному руководителю, учителю, которому ты доверяешь, или школьному психологу. Кто-то из них точно сможет тебя правильно поддержать и подсказать, что делать. Если у тебя проблемы с усваиванием новой информации и ты просто не понимаешь того, что рассказывают на уроках, есть факультативы, ходи на них, проси учителя объяснить еще раз. Это абсолютно нормально и не постыдно. Очень редко бывает, что школьник все сразу понимает. Можно обратиться и к репетитору. Если ты очень стеснительная или переживаешь из-за своей внешности, работай над своей самооценкой. Об этом у нас уже есть видео. Вот смотри, в уголке ссылка. Если на тебя очень сильно давят родители из-за плохих оценок и устраивают целый конец света, начинают рассказывать, как хорошо учится сын маминой подруги и какая ты глупая и ленивая, то знай, что это на самом деле не так. Все родители принимают победы и неудачи своих детей на свой счет, потому так переживают и злятся, если у тебя что-то не вышло. Родители же просто люди, которые в порыве переживаний и эмоций могут наговорить лишнего, а может и не понимают, как правильно себя вести в такой ситуации. Потому будь мудрее, не принимай все сказанное родителями и кем-то еще близко к сердцу. Все оценки можно исправить, если очень захотеть, но и без оценок можно стать успешной в жизни и достичь того, чего захочется. Потому не переживай, найди хоть что-то в школе, что тебя радует, и больше уделяй этому внимание. Не расстраивайся, если сразу ничего не получится. Может, ты просто неправильно определила причину нежелания учиться или ее решение. Подумай об этом. Если тебе было полезно это видео, обязательно ставь сердечко внизу и не пропусти новые выпуски. Это были секреты юной леди. Пока-пока.